senden hepsi. Hala tepemizdesin. Aras ne olur oğlum, tamam ne olur. Tam bulacağız. Orada. Aslı özür dilerim. Ben bir hayali yaşamak istedim. Seni de buna zorladım. Şimdi gerçeklerle yüzleşme vakti. Kızımla buluşma vakti. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте посмотрим, что произойдет в новой серии. Как разочарование Рейхан повлияет на Аслы? Выяснится ли, что Фиген сделала это специально, чтобы Рейхан узнала об этом? Осталось ли Аслы с Рейхан из жалости к ней, как утверждает Рейхан? Что будет делать Рейхан, которую также ударила Хюлья? Ухудшится ли ситуация из-за ревности Хюльи к Рейхан? Говорит ли Аслы Хюлье: «Я не твоя дочь, чтобы не расстраивать Рейхан», или же она действительно так считает? Куда пропала Рейхан? Продолжатся ли попытки Фиген поженить Араса и Дерью? Как отреагируют Мурат и Дерья, увидев обнимающихся Араса и Аслы? Совершит ли Рейхан самоубийство? Смогут ли семья Аслы и семья Рейхан предотвратить ее самоубийство? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы Рейхан избежала самоубийства, чтобы найти тест ДНК, который прошли Арас и Аслы Мелике, чтобы раскрыть правду, и чтобы увидеть, как любовь Аслы и Араса движется к браку, несмотря на Фиген, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь давайте перейдем к нашему анализу. Приятного просмотра! Разочарование Рейхан снова перевернет мир Аслы. Она увидит, что единственный человек, который годами относился к ней как мать, единственный человек, в котором она находила утешение, превратился в ее глазах в виноватого незнакомца. Слова Рейхан «ты со мной, потому что тебе меня жаль», словно ножом, пронзят сердце Аслы. Аслы потрясена этими словами, не зная, что сказать, ведь она осознает, что действительно испытывает чувство вины. Однако эта вина проистекает не из жалости, а из чувства собственной неполноценности. Поскольку Аслы молчит, чтобы Рейхан не пострадала, их любовь утонет в тишине. Выяснится, что Фиген Ханым специально спланировала этот разговор, чтобы Рейхан его услышала. В этой сцене становится ясно, что она намеренно позволит Аслы говорить, не перебивая ее, и что, даже заметив приход Рейхан Ханым, она ничего не скажет. Это будет хладнокровным ходом Фиген Ханым, чтобы отдалить друг от друга Рейхан и Аслы. Эмель первый осознает правду, упрекая мать: «Зачем ты это сделала?» Эта женщина и так была несчастна. Фиген Ханым, однако, попытается оправдать этот план, сказав: «Каждый будет знать свое место». Глубоко потрясенная словами Рейхан Ханым, Аслы пытается объяснить, что остается с ней не из жалости, а из-за настоящей связи. Однако Рейхан Ханым уходит, не дослушав объяснений. Аслы, охваченная паникой от страха потерять ее, не знает, что делать. Ночью она не может уснуть, гадая, где же Рейхан Ханым. Утром все в доме будут волноваться, куда делась Рейхан, а Аслы будет винить себя и плакать: «Она ушла из-за меня». Попытка Хюльи Ханым защитить свою гордость после удара Рейхан еще больше усложнит ситуацию. Пытаясь спасти дочь от влияния Рейхан, она полностью оттолкнет Аслы. Она резко скажет: «Вместо того, чтобы защищать эту женщину, защищай себя», на что Аслы возразит: «Из-за тебя все стали врагами». Чем сильнее ревнует Хюлья Ханым, тем сильнее становится давление на Аслы, и с каждым словом стена между ней и дочерью становится все крепче. Слова Аслы «Я не твоя дочь» прозвучат с инстинктивным желанием защитить Рейхан. Аслы произнесет эти слова не со злостью, а с отчаянием, потому что будет уверена, что Рейхан Ханым должна держаться от нее подальше. Но эти слова разобьют сердце Хюльи Ханым. В этот момент она почувствует потерю дочери и вновь столкнется с ошибками, совершенными в прошлом. После этих событий Рейхан Ханым исчезнет. Все, кто будет ее искать, будут искать другие пути. Пока Фиген Ханым унижает ее, говоря, что она ушла, чтобы создать драму, Аслы чувствует, что она направляется к могиле Мелике. На этот раз Арас будет действовать раньше Аслы и найдет Рейхан Ханым на кладбище. Но на этот раз глаза Рейхан Ханым будут наполнены не просто печалью, а темным смирением.
Она скажет Арасу: «Я устала, все потеряло смысл». Фиген Ханем пока не откажется от своего плана женить Араса на Дерье. Она воспользуется уходом Рейхан и скажет: «Эта женщина больше не сможет войти в этот дом, и тебе придется уйти». Дерье же будет неловко участвовать в этом плане, но она будет молчать под давлением матери. Арас же продолжит думать об Аслы, а не о Дерье. Мурат и Дерья, увидев объятия Араса и Аслы, по-разному интерпретируют эту близость. Мурат, полный гнева, кричит Аслы: «Ты снова втягиваешь мою сестру в эту семью». Дерья же, напротив, может казаться спокойной внешне, но в ее сердце разгорается ревность. Фиген Ханем, увидев это, скажет: «Время пришло», и попытается сблизить Дерью с Арасом. По мере того, как проходят часы после исчезновения Рейхан Ханем, начинают всплывать темные тайны. Все, кто знает о травме, которую она пережила после смерти Мелике, опасаются, что она покончит жизнь самоубийством. Когда Арас и Аслы найдут ее, Рейхан Ханем сожмет руки и скажет: «Я больше так не могу». Но Аслы упадет на колени со словами: «Не оставляй меня одну. Может, я и не твоя дочь, но я люблю тебя как мать», и попытается вернуть ее к жизни. В этот момент Рейхан Ханем передумает, обливаясь слезами. У могилы Мелики она воскликнет: «Хватит», и обнимет Аслы. Этими объятиями Аслы вернет Рейхан Ханем к жизни. Но Фулия Ханем, прибежавшая в этот момент, увидит свою дочь в объятиях Рейхан и воскликнет с ревностью: «Ты моя дочь». Слезы всех трех женщин одновременно польются на землю. Наконец Арас вернет Аслы и Рейхан домой. Какое-то время все будут молчать, ведь тяжесть произошедшего будет слишком глубока, чтобы говорить. Но в ту ночь один и тот же страх пронзит всех, кто из этих семей выстоит, когда грянет следующее землетрясение. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своими ценными отзывами в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.